Так, всем доброго утра. Я включаю свет для того, чтобы вы ясно видели, что я показываю. А показываю я следующее. Ритуал для практиков, как выиграть суд. Наверняка к вам будут обращаться люди, у которых сыновей хотят посадить, у которых у самих проблемы с властями, с законом и прочее, прочее. Кроме того, это не только от официального суда может спасти, это может спасти от разборок, это может спасти от судилища, это может спасти от всяких сплетен и так далее, и так далее. Вам просто нужно будет вместо названий судья и прокурор назвать, скажем, не знаю, авторитетная личность такая-то, он там, не знаю, Василий Петрович и так далее, с кем вы будете судиться, да? Но я думаю, что практики поймут суть дела. После того, как вы это совершите, нужно спрятать это в черной материи и положить в холодильник, желательно в холод, до того момента, пока все не решится в вашу пользу. Когда все решится в вашу пользу, этот язык просто выкиньте в мусор. И все. А после откупайте. Стандартный откуп. Водку, монеты, сладости отнесите на перекресток и оставьте. Как откуп. Если у вас человек заказал эту работу, если человек попросил вас помочь, например, выручить сына, брата, отца, не знаю, кого судят там, положите фотографию человека и уже произносите от имени человека. Не я, а я для этого-то человека выигрываю суд. Я вас уверяю, что после этого ритуала человека отпустят. Просто это уже проверено. Мало того, что бывали случаи, когда человека просто отпускали с большей зарплатой, звали обратно на работу. Мало того, что не сажали, и не судили, и не выгоняли, его еще и восстанавливали, и просили прощения. Так что этот ритуал проверенный. Итак, начнем. Так. Здесь он немножко дрожит, но ничего страшного. Я властвую над судилищем. Я языки этой ночью покоряю. Я не язык скота связываю, а язык судьи, прокурора да свидетелей связываю. Речи их лишаю силы, да будут они неубедительны, смешны и жалкие. Я надеюсь, все поняли, что здесь говяжий язык. Лучше говяжий. Свиной тоже можно, но лучше говяжий. Берете черную нить. Начинаете вот так связывать. Я не язык скота связываю, а языки тех, кто меня судит, связываю. Речь их неубедительной делаю. Слова их жалкие, безжизненные. Я суд покоряю. Я не язык скота связываю, а языки тех, кто меня судит, связываю. Ну, например, можете назвать прокурора, судьи, свидетелей, что против меня связываю, или против того человека, на кого вы делаете. Речи их делаю жалкими, неубедительными. Да будет так. Не отрывая нитки. Оставляем вот так, продолжаем. Я языки меня судящих закрываю, колю и мучаю, их речи путаю. Я языки меня судящих закрываю, колю и мучаю, речи их путаю. Когда вы будете колоть, представляйте языки тех людей, которые на вас судачат, или тех, которые вас судят, или будут судить и будут выступать против вас. Я не язык скота мучаю, я языки меня судящих мучаю, колю и мучаю, колю и мучаю. Как этот язык, жалкий, без сил, да немой передо мной, так языки тех, кто меня судит, тех, кто против меня выступает, жалкие, немые, бессильные передо мной. Да будет так.
как этот язык связаны, так языки против меня, тех, кто свидетельствует против меня. Тут можете назвать судья, прокурор, свидетели против меня, связаны, закрыты, я их навеки побеждаю. Как этот язык, жалкий, без сил, немой предо мной, так языки тех, кто меня судит, жалкие, немые предо мною. Да будет так. Я не язык скота мучаю, я языки тех, кто меня судит, мучаю. Я не язык скота связываю, я речи прокуроров, судей и свидетелей против меня связываю, навеки закрываю, силы лишаю, да будет так. Продолжаем. Итак, колю язык судьи и прокурора, свидетелей, что против меня. Колю, мучаю, речи связываю, победу у них навек отбираю, суд выигрываю. Колю и мучаю, речи связываю, победу у них навек отбираю, суд выигрываю. Связала языки, закрыла суд. Как язык этот предо мной связанный, проколотый, бессильный и немой, так и суд бессилен будет. И суд мной выигран будет. И суд меня не обидит, не тронет, не осудит. Да будет так. Я не язык скота связываю. Я языки тех, кто меня судит, связываю. Тут перечислите, если это суд. Я связываю языки прокурора, судьи, свидетелей, что против меня. Речи их будут жалкие, неубедительные, смешные. Против меня языком не пошевелят. Речами меня не сгубят. Да будет так, как я сказала, и так будет. Я не язык скота связала, я языки судилища связала, суд выиграла, я властвую над судом. Да будет так. Потом вот эту нитку вот так вот на огне. Я не язык скота связываю, я языки тех, кто меня судит, связываю, речи их лишаю. Как этот язык немой, жалкий, проколотый, замученный предо мною, так будут немые, жалкие, проколотые, замученные, уставшие, несчастные предо мной судьи, прокуроры и свидетели, что против меня. Речи их неубедительны, слова их смешные, суд я выиграла, я властвую над судом. Да будет так. Вот так вот делаете после этого и говорите: что сказала, черной свечой запечатала. Да будет так. В холоде полежи, что велено сделай, исполни, суд выиграй, меня освободи, да будет так. Истинно заклято. И вот это положите в холодильник. И когда все будет выиграно и все будет в вашу пользу, вытащите и выкиньте. А сверху еще раз черной нитью пройдитесь вот так. Даже если вы это сделаете от людей, которые вас преследуют, не дают жить и так далее, или для того человека, который заказал, потому что этот ритуал только для практиков, в любом случае он подействует. Очень простой, сильный, действенный метод. Попробуйте. Всем удачи!